Даете ли вы право на запись и публикацию этого видео? Да. Да. Как зовут вас, фамилия, имя, отчество? Безруков Сергей Владимирович. Еще раз фамилия. Безруков Сергей Владимирович. Год рождения и откуда вы? 2002-02-25 февраля. Ростовская область, поселок Чертково. Можете кратко рассказать историю, как вы попали в Украину? Ну, я служил срочку, подписал контракт, отслужил по контракту там чуть-чуть. Вот, перевелся в разведроту. И у нас после Нового года сказали учение в Белгороде. Ну, учение как учение, я спрашивал, что как у пацанов. Пацаны говорят, обычное учение, мы уже 100 раз ездили туда, типа в Белгородскую область. Поехали в Белгородскую область, 16 числа мы приехали в Белгородскую область, ничего не подозревали. Вот. И с 23 на 24 нас чисто погрузили, нам сказали, что мы поедем маршем по границе, вдоль границы, поедем маршем к Луганской области. Вот. Ну, в итоге оказалось, что мы заехали на территорию Украины. Ну, вот здесь стоп. Вот. Каким вопросом вы задались, когда вы заехали на территорию Украины? Или что вы спросили, или что вам ответили, или о чем вы думали? Вот интересно. Ну, я спросил, почему, зачем, типа. Они говорят, не знаю. У нас лейтенант был, лейтенант Сава, ну, он не был, он сейчас есть. Он тоже, мы у него спросили, зачем, он говорит, я не знаю, мне тоже не сказали. У нас был командир полка, он не говорил. Он точнее говорил офицерам, а офицеры другим офицерам меньше говорили, а нам вообще ничего не говорили. Вот. Так получилось все. Потом, получается, мы ехали в колонию, ехали за командиром полка, он просто говорил ехать в колонию и все. А нам вообще, нам солдатам ничего не говорили. Ну, мы ехали, у нас заглохло БМП, мы, получается, ушли в лес. Ну, вот 4 дня шли границы. Типа, получается, нас взяли местные, вот мы сдались, и вот так мы попали в плен. А, это вы были в группе с человеком, ну, мы тоже уже разговаривали, который где-то вы отсиделись, потом подошли к мирному, да. Махнули рукой, он махнул рукой, да, получается, или не так это было? Лейтенант был. Раненый, который в глаз. Нет, это другое. Это другое, значит, да. Тогда давайте пошагово, как это было. Вот. Ну, мы сдались, нас привезли, получается, в полицию. Сначала в полицию, потом после полиции нас отвезли. Не, а как вы подошли к мирному населению? Как это было? Как это происходило? Ну как, лейтенант пошел попросить воды. Ну, дали воды, он позвал всех, все вышли. У нас было 6 человек. У нас отделение просто было. Вот мы вышли, они сказали, ну и дали воды там попить. Говорят, давайте сдавайтесь. Мы говорим, мужики, давайте разойдемся, типа, вот мы идем границы, нам проблемы не нужны. Ну и все хорошо, типа, раз разошлись, и тут через часов 5 мы встречаемся, ну они нас, получается, нашли, и, получается, говорят, давайте сдавайтесь. Их было человек 30, наверное. Давайте кто это сдавайтесь. были? Вооруженные силы Украины? Это были гражданские люди. Гражданские люди с оружием? Да. Это те самые националисты, о которых рассказывали? Я не знаю. Ну а как они себя вели? Но обычные люди, как ополченцы. Они в форме были? Получается, один человек был так, более-менее в форме. Получается, остальные все гражданские. Ну вот слово ополченцы, да? А что оно по-вашему означает? Ну, люди, которые охраняют свою деревню. Ну, это называется территориальная оборона. У нас люди организовываются просто для того, чтобы охранять, как правильно, свою деревню или свой город. Поэтому, И у да, всех 30 были автоматы? У кого автоматы, у кого ружья были, кто охотник был, кто вот так вот. Понимаете, против кого вы пошли? Да. И Против вот кого? население мирное, получается, с оружием было, которое как бы нас в плен взяли. Смысл в том, что вы воюете не только с вооруженными силами Украины, но и с каждым украинцем, который взял в руки оружие. Ну, а это нас мы тут, уже ну, поняли. процентов это 10 уже, наверное, взяло в руки оружие вообще от всего населения Украины. Это Это уже помимо вооруженных сил. Поэтому, ну, просто вам рассказывали, что тут что с цветами вас будут встречать, наверное, да? Не, нам ничего не рассказывали. С хлебом, солью не рассказывали. Но, судя по всему, так многие думали просто. Окей, давай наберем там
ну, я понял, вы уже звонили маме, да? Да. Что вы хотите передать вообще в Россию таким же людям, как вы, которых сейчас вот отправляют в Украину? Да ну, я не знаю, что бы сказать. Им же не скажут, когда их отправят. Не, ну вот прямо сейчас вот такого нам вот, не как вы, сказали. молодого человека, призывают куда-то там ехать. Вот что он должен делать? Я не знаю, как там. Ну, в данный момент, если будут куда-то отсылать, это по-любому какие-то боевые действия, мне кажется. Ну, я понял. И как он должен себя вести? Окей, как бы вы себя вели, если бы знали все наперед, если бы вас сейчас куда-то отправляли? Пошел бы в санчасть. Ну, в санчасти что? В санчасти выписали бы справку, то, что у меня какие-то серьезные проблемы со здоровьем, чтобы не поехать. Ну, а как бы они выписали здоровому человеку справку, что у него серьезные проблемы со здоровьем? Вы же сами прекрасно понимаете, что там сейчас как бы на это никто не отреагирует. Если здоровый человек пришел в санчасть. Ну, не знаю, как-то так можно, мне кажется, как-то выкрутиться с этой Я ситуации. так понимаю, что вы бы поехали бы повторно, то есть если бы вас сейчас отправляли бы. Нет. Я бы, не знаю, я бы скрывался бы, наверное. Уклонялся бы от призыва. Сколько у вас было оружия с собой? Получается, 6 автоматов, можно сказать, и 1 снайперка, потому что СВД. А БК какой? Боекомплект Да. у каждого, который был. У тебя был автомат? Да. Сколько у тебя было патронов? Ой, получается 30. Ну, рожков сколько? Магазин. Было 6, было 2 пустых, которые я не заряжал. И получается 3, 4, можно сказать. 4 магазина. Да. Хорошо. До Украины сколько раз ты стрелял? На учение я в учебке стрелял, получается. Нас водили на стрельбище до присяги, до военной. Вот. И потом еще в боевой части мы стреляли, тоже так же учения, УКС, вот эти, которые ночные стрельбы, дневные стрельбы. То есть пострелял ты хорошо. Ну, как стрелял? Ну, мы чисто приходили отстрелять патроны чисто для ведомости, По сколько патронов? по обойме. У нас там рота была. Угу. Ну, вы готовы были к войне, как вы? Конечно же нет. А вы вообще понимаете, что послать, ну, вот такого, как вы, да, вот сюда, и вот в ту ситуацию, в которой вы были, да, побывали, это типа как кинуть просто мясо просто для того, Да, чтобы... мне кажется, да, это так и произошло, потому что вот, я вот служу вот 2 года, вот, допустим, вот, и некоторые, вот я с парнишками общался, вот с военнослужащими, которые тоже в такой ситуации, вот, они служат по 4 месяца, по 5 месяцев, они вот, ему дали автомат первый раз, он вообще его не держал в руках, он не знает даже, как пользоваться ним. Вот. Да, ну мы с такими общались. А тоже. сухпайков сколько у вас было? Провизии на какой период? Ой, сухпайков 12, наверное, мне кажется. На человека? Да, наверное. Это как, на 12 раз поесть, получается? Или там Ну, сухпайок? получается, на сухпайок делили мы на 3 людей, Мгм. на 1 прием пищи. Ну, это надолго, это да. То есть на 4 дня, получается, у вас было. Примерно так где-то. А потом что должно было А я быть? не знаю. Нам не рассказывали ничего. Офицерам может быть А что-то... как боевая задача была поставлена? Нам боевой задачи никакой не ставили. Ну, вы едете куда и что? Нам сказали марш и все. Не знаю, мы ехали за командиром полка. Вот. То, что офицерам говорили, я это не знаю. Они нам не рассказывают. Нам никто ничего не рассказывал. Как бы нам и... Ну окей, давай позвоним маме, да, и тут вот. Нам и до командировки ничего не рассказывали. Засиделись уже сегодня. Реально. Так, набираем. А что бы вы сказали россиянам, которые сейчас вот придут под это видео, после того, как мы его опубликуем, да, и напишут, что это все фейк, это все неправда? Неуверенно ты говоришь, как пишут. Да ну. Не, ну вот что будет? Если бы они побывали в такой ситуации, они бы сами поняли, что тут как бы сильно уверенно не скажешь, потому что здесь, ситуация такая. Тут и на психике отражается, на всем отражается.
Матери, да, набираешь? Да. Наталья. Алло. Алло, Алло, привет, мам. что ты? Что там, как дела? Как ты дома там? Да дома я. Что там вообще рассказывают в России? Уже папа в кухне. Я понял. Вы там в дивизию звонили? Нет. Не, ну а ты там говорила, что-то там в родительский комитет вы собирались? Или куда там? Ну, что, мы пока не звонили. Я понял. Что там, Владе позвонили? Кто мы? Ну а кто? Ну, Прозванивали. Что- Звонили, что она? Влада сегодня звонила. что говорит? Спрашивала. Ну, ничего. Наверное, что там Сережа? Никто не знает. Говорит. Я Ничего не понял. знаю, никто не звонит, говорит. Я понял. Что там насчет митинга? Ничего не слышно. Не рассказывала она там, что там в Москве происходит? Да нет у нас митинга. Не было у нас никогда его. Она же в Москве живет, она не рассказывала ничего? Нет, в Москве нет. Она вот сзади была, тут ехала. А так, нету никакого митинга. Понятно. Папа что там? Он в кухне. Я понял. Ну, ты же, я в прошлый раз звонил, ты же говорила, что он звонил в дивизию, да, и узнавал, что там. Ничего, мне не звонили, не узнавали. В смысле, как? Ну, мне же позвонили, сказали. Что? Ну, я же тебе звонил, помнишь, по WhatsApp, ты мне говорила. Да ничего мне не звонили мне никуда. Ты вот так сказала, блин. Понятно. Никуда мне не звонили. С близкими вообще общаются, вот они об этом во всем. Кто именно? Ну, родители там с близкими общаются, там, с родственниками, с друзьями. Мам, а вообще кто-то еще знает, что вот я в такой ситуации сейчас нахожусь? Бабушка знает. А еще кто знает? Никто. Соседа, тетя Валя знает. Знает. Понял. Влада, да, там тетя Наташа еще, да? Ну да, да, конечно, это все знают, все знают. А как относитесь к тому, что происходит в Украине вообще, вот, если так спросить? Можете? Мам, вот, а как вообще относишься к тому, что здесь происходит сейчас на Украине? Бог судья всем, всем. И все. Больше ничего не скажу. Всем, для всех один. Ничего не хочу сказать. Я понял. Не хочу. Ну, как нам сказали, вернемся мы после войны. Вот. Жив, здоров, руки, ноги на месте, не болеем. Главное, что вот это все на Передайте, месте. пожалуйста, маме, что ну, для Бог там судья, все такое, что в Украине сейчас сносятся города, уничтожаются дети, уничтожаются слышно. беременные женщины, убивается мирное население, там, да. Вы можете ничего не говорить там и спасать себя такой фразой, как Бог всем судья, да, но вы должны понимать, что это сейчас реально происходит, при этом ваш сын находится в плену, и мы еще имеем возможность, да, находим в себе человечность для того, чтобы с этими людьми человечно относиться. А вы, конечно, я даже не хочу говорить. Я устал. Вам сын рассказывал, как он попал в плен? Его в плен взяли не вооруженные силы, а местное население, гражданское. Расскажи. Я понимаю. Я и рассказывал маме в WhatsApp, когда звонили. Рассказывал мне. Он мне рассказывал. Хорошо. Чтобы вы понимали, не Хорошо, То есть- договаривайте. Договаривайте. Такой разговор. ничего, это... Ну ладно, мам, давай тогда. Потом, может, будет возможность, может, позвоним. Ага. Давай.
Можно я скажу, как вот я думаю, да? Да. Безмозглые ваши люди просто. В такой степени безмозглые, блядь, что и с ними иной раз даже начинаешь разговаривать, когда еще пока еще есть запал, силы, энергия что-то доказывать или как-то говорить и общаться, ты еще говоришь, общаешься. А когда уже 6-й такой звонок или 7-й, уже даже не хочется ничего говорить. Ну ты вообще понимаешь сам, насколько вот это? Твоя мама не сделала ничего. Она не позвонила в часть, не позвонила никуда. Хотя сказала, что позвонила. Ну ты прикинь, мы тебя сейчас ни в чем вообще не обвиняем. Ну просто вот ты прикинь вообще эту ситуацию. Как? Тебя 3 раза в день кормят, позвонить дают. Мы сидим здесь целый день, записываем с вами эти видео для того, чтобы их опубликовать, для того, чтобы ваши же люди это посмотрели. А им похуй всем. Понимаешь? Да, понимаю. Какая у нас должна быть реакция? Ладно, что ты его спрашиваешь, какая у нас должна Да. быть реакция. Все, Так, что ты будешь говорить напутственное своим согражданам? Да что я скажу? Вот так, блин, тупорылые люди у нас, что я скажу? Вот в зомбоящик ставятся и смотрят телевизор. Дезинформацию, которую показывают у нас по телевизору в России. Окей. Стопорись. Запись уже точно сегодня все.